закончим на этом наше рассмотрение объектов, которые во многих курсах нам будут нужны, множество отображений, функций, и приступим непосредственно к тому, что мы будем использовать именно в курсе математики. Как я уже сказал, основной наш объект рассмотрения – это вещественные числа. Это очень богатое множество. Мы знаем, что на это множество определены операции сложения, умножения. Мы знаем, какие свойства выполняются для этих операций. Не хочу их перечислять, это будет долго, и потом, я думаю, вы еще будете много раз эти свойства перечислять по алгебре. Ну, законы коммутативности, ассоциативности, связь между этими операциями, дистрибутивность. Да? На этом множестве определена операция сравнения, меньше или меньше или равно, у которой тоже есть много свойств, скажем, транзитивность. Связь имеется между операцией сравнения и операциями плюс и умножить. Да? Например, если мы умножим обе части неравенства на одно и то же положительное число, то неравенство сохранится. А если на отрицательное, то превратится в противоположное. Вот. Мы не будем на это тратить время, хотя это очень, конечно, интересные вещи. Мы сейчас рассмотрим еще одно свойство вещественных чисел, называемое аксиомой непрерывности. Вот, можете так и записать. Аксиома непрерывности вещественных чисел. Аксиома непрерывности вещественных чисел. Которая, ну, не так очевидна, мы ее еще не обсуждали, и вот мы будем ее активно использовать в дальнейшем. Формулируется эта аксиома так. Если у нас есть два множества А и Б, это не пустые множества, вложенные в B. И если известно, что для любого элемента первого множества и для любого элемента второго множества всегда, какие бы мы элементы ни взяли, выполняется вот такое нестрогое соотношение, это что нам дано? Тогда обязательно найдется такое число c вещественное, которое будет обладать следующим свойством. Для любых А из А и Б из Б c будет находиться строго, ну не строго, а на самом деле, между этими числами. Какие бы А и Б нельзя. Можно сказать, что c будет располагаться правее всего множества А большое и левее всего множества Б. На картинке вот это множество А. Не обязательно это сплошное множество, не обязательно это конечное множество. Вот это множество Б. Но они именно в этом порядке располагаются, потому что любой элемент А не превосходит элемент Б. А вот тут как раз место для С. Я так нарисовал, что С может быть много разных. Это не обязательно. Тут говорится, что хотя бы одно существует. Этого достаточно. И вот скажете, ну что это за аксиома? Совершенно все очевидно. Да, так и должно быть. Тем не менее, если бы мы рассмотрели только рациональные числа, то эта аксиома была бы неверна. Именно поэтому мы рассматриваем именно вещественные числа. Нам обязательно эта аксиома нужна. Ну вот, приведите пример ситуации, когда у нас есть два множества,
содержащих рациональные числа, и тем не менее не существует рационального числа, расположенного между этими двумя множествами. Так, хорошо, но пока не говорите. Подождем, может еще кто-нибудь догадается. Ну, хоть еще один человек догадается, и тогда раскроем тайну. Они совпадать не могут. Как это совпадает? Одно находится справа, другое слева. Отрицательное положение. Что отрицательное? Отрицательные числа, да, на здоровье, вот у меня 0 здесь находится. Любое множество рациональных чисел. Точнее, два любых множества рациональных чисел. Я имею в виду отрицательные и положительные. Ну, нолик возьмем, изумительно. 0 это ж рациональное число, как вы считаете? Ладно. m на n, m0, n, единичка, все. Ну, по корням это уже близко. Например, корень из 2. Да? То есть, для того, чтобы показать, что для рациональных чисел это не выполняется, мы должны все-таки использовать иррациональные числа. Вот замечательное число корень из 2. Так, как его использовать? Корень из 2 не может принадлежать множеству А, потому что мы договорились, что А только из рациональных чисел состоит. Корень из 2 больше, да? В конце концов. Вот смотри. Ведь мы можем описать множество словесно, и лишь бы это было корректно. Вот у нас нолик, корень из 2 это 1,4, но, во всяком случае, двойка вот где-то здесь находится, вот где-то здесь, если точно, даже можно было единицу взять. Да? Вот тут где-то единица будет. Вот, примерно так. И я говорю, пусть А большое, это множество всех рациональных чисел R, таких, что R меньше корня из 2 и больше нуля. Это совершенно очевидно не пустое множество. Все рациональные числа, которых бесконечное множество, хотя и счетное, располагаются вот здесь, замечательно, их много. А B это рациональные числа, расположенные правее корня из 2. Ну, скажем, корень из 2 меньше r, меньше 2. Это тоже не пустое множество. Ну и совершенно очевидно, что это свойство выполняется. Видите, для любых А из А, для любых Б из Б, А меньше равно B. Можно даже было написать строго меньше, но это не важно. Как раз если будет равенство, мы не сможем аксиому нашу испортить, потому что тогда мы берем совпадающие, все будет замечательно. А у нас они отделены, да? И вот, пожалуйста, вот так можно это множество нарисовать. Вот это А, вот это Б. И что нам делать? Как нам найти С? Единственное С, которое находится одновременно правее всех элементов А и левее всех элементов Б, это корень из 2. Но корень из 2, это не рациональное число, это иррациональное число. Ну, и наша аксиома не выполняется. Так что вот еще иногда эту аксиому называют аксиомой полноты вещественных чисел. Аксиома непрерывности или аксиома полноты. Грубо говоря, куда мы не ткнем на вещественную ось, мы обязательно попадем на какое-то вещественное число. На рациональное можем не попасть. Да, какое из 2, если сюда ткнем, это будет все-таки нерационально. Ну вот, это аксиома, значит, мы ее доказывать не будем, мы просто видим, что это выполняется для вещественных чисел, да? И будем ею пользоваться. Следующий пункт.
Границы числовых множеств. Границы числовых множеств. Мы всегда будем рассматривать не пустые множества. Я буду об этом говорить, но если я вдруг забуду при каком-то там, при какой-то формулировке определения или теоремы, то все равно мы всегда считаем, что у нас множества не пустые. Для пустых просто не имеет смысла проводить какие-то рассуждения в этой ситуации. Наш объект – это не пустое множество вещественных чисел. Неважно, конечное, бесконечное. Вот вопрос. Я хочу дать определение ограниченного сверху множества. Ну, немножко странное выражение, ограниченное сверху, но зато совершенно понятно, да? Оно может быть ограниченным сверху и не быть ограниченным снизу. Скажем, луч, который идет отсюда и влево до бесконечности. Он, тем не менее, ограничен сверху. И это важное его свойство. Вот как бы вы такое определение Сформулировать? сформулируйте. С помощью кванторов, да, разумеется? Так. Множество есть x. Да. Множество, сейчас, да, множество r, для которого существует некоторое c, для которого каждый элемент множества x большое не больше c, такое множество называется ограниченным сверху. Да, множество x, да? Значит, множество x называется ограниченным сверху, если существует, и давайте, чтобы подчеркнуть, что, скорее всего, это число будет большое, я его большой буквой обозначу, такое громадное буква m. Существует такое вещественное число r, m из множества вещественных чисел, что для любых элементов x нашего множества выполняется неравенство x меньше или равно m. Равняться может, да, на здоровье. Вот, действительно, это и есть определение. А можно? Да. Оно будет единственным, либо... Нет, об этом речи нет. Ведь понятно, да, что если у нас есть m, как какая-то граница верхняя, то можно взять m плюс 1, m плюс 2, и вообще бесконечное множество. Мы об этом сейчас поговорим. Это очень важная вещь. Так. Могу я поменять местами эти две части определения? Могу я написать, что для любого x найдется m такое, что x меньше или равно нет? Нет, ни в коем случае. Мы уже это обсуждали. Разного типа кванторы менять местами нельзя. То есть, если мы их поменяем, то получится уже другое утверждение. Вот, возможно, оно будет ложным, или наоборот, оно будет истинным чаще, чем исходным. Ну, давайте на секунду предположим, что мы это сделаем. Да? Поменяем местами. Я говорю, для любого x найдется такое m, что x будет меньше или равен m. Хоть одно множество не пустое мы сможем найти, для которого это не выполняется? Нет. В качестве m мы берем x плюс 1. Да даже можем x просто взять, правда? X меньше или равен x. Это истина? Для любого x, правильно? В чем принципиальное отличие вот этого утверждения и этого? В том, что здесь мы m можем выбирать для каждого x свое, правильно? Вот, для любого x выбираем какое-то, может быть, зависящее от x m, что выполняется такое соотношение. А вот здесь это m надо выбрать один раз, так, чтобы оно было общим для всех иксов. И понятно, что вот это уже можно сделать не всегда. А это всегда выполняется, это неинтересно. Хорошо. А как выглядит отрицание этого свойства? Вот, что означает
означает, что множество не является ограниченным сверху. Вот как нам? Не существует такого которое будет Ну, я хочу, чтобы в этом определении не было уже никаких приставок «нет». Я хочу, чтобы там были только положительные утверждения. Ну, давайте. Может быть, для любого m с n содержащим r Угу. найдется единственный x. Зачем единственный? Зачем вы лишние условия добавляете? Найдется x. Принадлежащий x Иксу. большому, такому, что x больше или Строго больше. Строго больше. Да, совершенно верно. Какое бы мы m не взяли в качестве кандидата, да, на вот эту вот границу, не получится. Обязательно найдется какой-нибудь отщепенец, да, который окажется строго больше, чем это. Испортит нам все. Хотя бы один элемент. Вот. Это правильно. И что интересно, мы можем это определение сформулировать чисто формально, да? Взяв отрицание этого определения. Да? Вот это определение того, что множество x является ограниченным сверху. Значит, отрицание всего этого – это определение того, что множество не является ограниченным сверху. Да? А мы знаем, как связано отрицание с кванторами. Да? Если мы хотим это отрицание расщепить и приписать к каждой части утверждения, то тут, понятно, у нас меньше или равно превратится в строго больше, а здесь кванторы поменяются на противоположные кванторы, если так можно сказать. Да? И значит, вот это утверждение на самом деле эквивалентно такому. Для любого m из r существует x из x, такой, что x строго больше. Вот это есть определение множества неограниченного сверху. И мы его получили абсолютно формально, хотя, конечно, полезно проанализировать его и понять, почему это означает неограниченный сверху. Но мы это уже сделали. Ясно, да? Я уже несколько раз использовал выражение верхняя граница. Очень удобное выражение. Значит, давайте это зафиксируем. Величина e большая, фигурирующая в определении ограниченного сверху множества, называется верхней границей данного множества. Величина m большая, фигурирующая в определении ограниченного сверху множества, называется верхней границей. Верхняя граница. Ну, если множество ограничено сверху, то у него имеется бесконечное количество верхних границ. Так. Абсолютно аналогично можно дать определение ограниченного снизу множества. Да? Ну, я его дам, но уже так подробно мы его обсуждать не будем. Картинку представить, вот какое-то такое множество, да? Тут оно может быть бесконечным, но снизу у него есть какая-то граница. Что мне тут надо исправить? Ну, для большей наглядности я давайте в этом случае m маленькая возьму. Она маленькая. На самом деле, может, по модулю эта величина большая, но она лежит, может быть, далеко на левой части нашей личностной оси. Ну и, собственно говоря, поменять знак операции. Для любых иксов x больше или равно m мало. Вот можете сами записать, что означает, что множество не является ограниченным снизу. Ну и понятно, что m малое называется нижней границей, и их тоже бесконечное множество. Тоже бесконечное. Чтобы с этим закончить, давайте дадим последнее определение из этого набора. Просто ограниченное множество. Да? Множество x называется ограниченным, не пустое, понятно. И если оно
одновременно ограничено сверху и снизу. Если оно одновременно ограничено сверху и снизу. Можно еще раз? Можно. И если множество одновременно ограничено сверху и ограничено снизу, то оно называется ограниченным. Без уточнения откуда. Ну и понятно, в виде формулы это можно записать так. Существует два числа. m большое и m малое. Такие, что для любого элемента нашего множества выполняется уже двойное неравенство. Извините, если множество ограничено сверху и снизу, то оно называется... Ограниченным. Ну, Логично? он это говорит. Просто ограниченным. Просто ограниченным. Ну, просто ограниченным. Ограниченное сверху и ограниченное снизу не является ограниченным. Почему? Я что только сказал. Если оно ограничено сверху и ограничено снизу, то оно является... Два условия должны быть. А? Два условия. Два условия, вот я же два условия написал. Двойное неравенство означает, что одновременно выполняется два обычных, да? Конъюнкция. Вопрос такой. А можно как-то переформулировать определение ограниченного множества, чтобы не возиться с двумя числами? Вот одним числом можно ограничиться? Как переформулировать? Потому что границы разные. Разные. Я же не спорю, что это. И надо иметь в виду, что у нас m большое, m малое, не обязательно положительные, да? У них могут быть разные знаки. Мы знаем только одно, что m малое, конечно же, меньше или равно m большому. Да? Но, между прочим, если я напишу модуль, это уже будет неверно. Может, m малое минус 1000, а m большое это единица. Правильно? Так что просто модули здесь записать, еще такое сделать нельзя. И тем не менее, проблему решить можно. Я могу дать такое определение. Найдется такое число m. Давайте я напишу m0, чтобы его отличать от этого. Во-первых, оно вещественное. Во-вторых, m0 не отрицательное. Мы сейчас увидим. Почему? Такое, что для любого x из нашего множества модуль x меньше или равен m0. Как мы помним, вот это неравенство означает, что x меньше или равен m0 и больше или равен минус m0. То есть, видите, оценка получается ровно такая, какая нам нужна. Так что, если это выполняется, ну, фактически в качестве m малого я могу взять минус m0, да, если m0 положительный. А верно ли в другую сторону утверждения, что если у меня вот это выполняется, то я всегда могу найти такое m0. Да, вдруг вот это выполняется, а это выполняться не будет. Можете предложить, как найти m0? Вот у нас m, вот у нас m большое. Как же найти m0? Что это будет? Ну, на самом деле m0 это будет максимум из модуля m малое и модуля m большое. И вот независимо от расположения m малого и m большого, если так выбрать m0, то из вот этого двойного неравенства будет вытекать это. Вы можете попытаться это доказать. Или, по крайней мере, попытаться понять, что это верно, рассмотрев разные картинки. Да? Вот, скажем, вот, предположим, 0 у нас находится здесь. Да? Между m малым и m большим, но ближе к m большому. Что такое модуль m малое? Это расстояние от 0 до вот этого m отрицательного.
Что такое модуль m большой? Это расстояние до m большой. Какое расстояние больше? Ну, вот это больше, конечно. Значит, в данном случае m0 будет равняться модулю m малый. Да? Мы знаем, что наше множество вот здесь лежит, да? Потому что это выполняется, правильно? Так? Мы считаем, что это дано. Верно ли, что в этом случае это тоже будет обязательно выполняться? Да? Потому что мы это можем переписать так. Минус модуль m малый, меньше или равно x, меньше или равно просто модуль. Ну, минус модуль m это в точности m просто. Так что где мы тут прыгали, так тут мы и будем прыгать. Да? А это что означает? Где находится модуль m? Он находится справа от нуля, симметрично вот этому числу, да? Просто модуль m. То есть я получил промежуток, содержащий исходный, даже больше. Значит, если x где-то тут находится, то он обязательно будет находиться и здесь. Никуда ему не деться. Он даже может еще находиться здесь, но нам это не надо. Ну вот. Это показывает, что если у нас вот так располагаются числа m малое и большое, то вот именно так надо выбрать m0, и это соответствует нашей формуле. Вы можете другие варианты рассмотреть, их, конечно, много разных. Парочку еще рассмотреть, которые будут различны. Это определение удобнее, потому что всего лишь одна константа возникает. Ну, правда, модуль возникает, но это не так страшно. Хорошо. А вот теперь мы дадим более хитрое, но более полезное определение. Вот верхних границ, если множество ограничено сверху, то может быть много. А если среди них какая-то вот особая, которую можно однозначно выделить? Вот верхняя граница, вот, да? Понятно, что в ту сторону можно идти бесконечно. А в эту? А в эту уже не сильно пойдешь, да? То есть вот самую маленькую верхнюю границу, вот если бы она была, это была бы самая точная оценка, и, вероятно, это была бы очень полезная информация о нашем множестве. Вот и давайте дадим такое определение. Пусть множество x ограничено сверху. Его точной верхней границей называется наименьшая из его верхних границ. Называется наименьшая из его верхних границ. Его точная верхняя граница называется наименьшая из его верхних границ. Иногда вместо выражения точная верхняя граница используют выражение точная грань. Ну, это короче на одно слово. Я не буду это использовать, я буду говорить точная граница, ну, чтобы было более наглядно. Да. Я не говорил, что верхняя граница может быть только одна. Как раз их может быть бесконечно много. Ну, посмотрите, любая эта точка будет верхней границы. Так. Обозначается точная верхняя граница вот так. Суф от x. Еще точная верхняя граница называется супремумом. Супремум. Супремум.
парное определение. Если множество ограничено снизу, если множество ограничено снизу, то его точной нижней границей называется что? Наибольшая из его нижних границ. Это обозначается вот так. Inf x от слова infimum. Infimum. Точная нижняя граница. Или нижняя граница. Или нижняя граница. Так? Возникает вопрос. Мы дали такое определение, да? Откуда следует, что вообще точная верхняя граница у ограниченного сверху множества существует? Может, мы не сможем найти наименьшую верхнюю границу. Обычные границы есть, а наименьшей может и не быть. Во всяком случае, откуда это следует, да? К счастью, если мы рассматриваем множество вещественных чисел, то строго доказать, что всегда у ограниченного сверху непустого множества есть верхняя граница, можно с помощью аксиомы непрерывности. Сейчас мы это сделаем. Теорема. Любое непустое, ограниченное сверху множество имеет точную верхнюю границу. Любое непустое, ограниченное сверху множество имеет точную верхнюю границу. Мы даже не будем... Записали? Можно еще раз? Любое непустое, ограниченное сверху множество имеет точную верхнюю границу. Имеет точную верхнюю границу. Так, давайте доказывать. Ну вот, x это наше множество. Оно ограничено сверху. Это означает, что существует какая-то m верхняя граница. Я даже не буду пока записывать, что это означает. Мы это записали. Хотя бы одно такое число есть. Множество x не пустое. Введем рассмотрение множества b. Пусть b это множество всех верхних границ множества x. Множество b, множество всех верхних границ множества x. Оно не пустое, мы знаем. И давайте для большей наглядности в качестве множества а возьмем просто множество x. Обозначим его вот так. А тоже не пустое. А не пустое, потому что по условию x не пустое. Не забыли еще условия аксиомы непрерывности? Что там? Для любого элемента а из а, для любого элемента b из b, что выполняется? А меньше. А меньше, ну или равно b. Так вот, для наших множеств а и b это выполняется? Это элементы множества x. Правильно? А это какие-то верхние границы. Верхние границы множества x. Но ведь любая верхняя граница больше любого элемента x, правда? Мы так определяем, что такое верхняя граница. Любая верхняя граница находится с
справа от множества x. Так что видите, у нас выполняется условие аксиомы непрерывности. А что эта аксиома гласит? А эта аксиома гласит, что в этом случае, если все выполняется, тогда по аксиоме непрерывности найдется такое число c вещественное, что для любого А из А, для любого Б из Б, c будет больше или равно любого А и меньше или равно любого А. И утверждаю, что c как раз и будет супремумом множества x. Сейчас мы закончим теорему и отдохнем. Смотрите. Для любого А меньше или равно c. Что это значит? Что c это верхняя граница. Верно? Значит, отсюда следует, что c это верхняя граница. А для любого b c меньше или равно b. Это что значит? Что это наименьшая из всех верхних границ. c наименьшая из верхних границ. Значит, это супремум. Видите? Если бы мы рассматривали только множество рациональных чисел, то эта теорема была бы неверна. Это бы означало, что существует ограниченное сверху множество, у которого нет точной верхней границы. Это было бы неудобно. Поэтому мы рассматриваем именно вещественные числа. Совершенно очевидно, что такая же теорема справедлива и для инфимума. Да? Любое непустое, ограниченное снизу множество имеет точную нижнюю границу. Можете это попытаться доказать самостоятельно.